Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас на повестке дня корица. Эта ароматная пряность возникла с древних времен и ценится не только за свой вкус, но и за свои лечебные свойства. В этом видео мы разберемся, что такое корица, откуда она берется, какие виды существуют и как правильно ее применять. Немного из истории продукта. Корицу впервые употребили около 2000 лет до нашей эры. Только в Древнем Египте ее использовали больше как лечебное средство. Специю прописывали от кашля и потери аппетита. Найденная при раскопках древнегреческая табличка описывает корицу как дар, подаренный Аполлону в одном из храмов города Милет. Историк Геродот, живший в I веке до нашей эры, полагал, что корица пришла в мир из дома бога вина Иорги Диониса. Другая легенда гласит, что птица Феникс строила свое гнездо из палочек корицы и веточек черной смородины. В Библии корица тоже упоминается. Моисей использовал ее вместе с миррой, сладким аиром и оливковым маслом для производства священного масла. Римский историк I века нашей эры Плиний был первым, кто подробно описал торговлю пряностями. Корица, писал он, прибыла из Красного моря на плотах с рулями, парусами или веслами и упоминает, что римский фунт, Кассии, около 327 граммов, стоил 300 динариев, годовая заработная плата простого рабочего. Корица считалась драгоценным товаром из-за высокого спроса и низкого предложения и была в 15 раз дороже серебра. Основная часть европейских государств узнала о корице в VII веке, благодаря арабским купцам, привозившим ее в Константинополь. После того, как португальские исследователи в XV веке совершили путешествие в Цейлон, нынешнюю Шри-Ланку, европейские колонисты, взяв рынок специй в свои руки, распространили корицу и по новому свету. В России специя появилась в начале XVI века, и ее стали часто добавлять в квас, сбитень и морсы. Сейчас наибольшая часть корицы поставляется из Индонезии, хотя дерево также выращивается во Вьетнаме, Китае, Бирме и на Шри-Ланке. Корица или коричник цейлонский – небольшое вечно зеленое дерево высотой 10-15 метров. Весной у него привлекательные розоватые листья и гроздья звездообразных цветов, а в конце года – темно-зеленые листья с пурпурными плодами со слабым ароматом корицы. Перед сбором урожая фермеры снимают внутреннюю часть внешней коры ствола дерева. Это происходит дважды в год после периодов сильных дождей. Кору снимают длинными кусками с двухлетнего дерева. Потом ее оставляют сохнуть, и со временем она скручивается, приобретая узнаваемую форму. После сушки кору нарезают и получают палочки корицы. В качестве ароматической приправы используют не только кору, но и так называемые коричные почки, незрелые плоды дерева, собранные сразу после цветения и внешне похожие на гвоздику. Они менее ароматные, чем кора, однако их запах очень интересен, мягкий, чистый и сладкий, причем, чтобы добиться максимального благоухания, их надо очень тонко смолоть. Такую специю любят в Индии. Польза корицы. Полезные свойства корицы для здоровья включают ее способность помогать при диабете, защищать от грибковых и бактериальных инфекций, улучшать работу мозга, предотвращать определенные когнитивные расстройства, улучшать пищеварение и укреплять иммунную систему. В традиционной китайской медицине и аюрведе корица ценится за ее согревающие свойства. Она облегчает простуду или грипп, особенно при смешивании с имбирным чаем. Чтобы приготовить собственный успокаивающий аюрведический чай, заварите одну палочку корицы и пакетик зеленого чая в чашке кипятка на 5 минут, добавьте чайную ложку меда и дольку лимона. Предполагается, что корица полезна для здоровья в борьбе с болезнью Альцгеймера, поскольку она активирует защитные протеины, которые помогают остановить мутацию и повреждение клеток. По мнению экспертов, корица приносит пользу для женского и мужского организма. Она может оказать влияние на женский организм, повышая ее тонус, особенно в первые дни цикла, когда многие дамы отмечают упадок сил.
В восточной медицине считается, что при регулярном употреблении корица помогает нормализовать менструальный цикл и усиливает либидо, однако научных исследований, достойных доверия, на эту тему не проводилось. Также специя помогает снять раздражительность и даже бороться с депрессией. Мужчины тоже могут оценить влияние корицы на организм. Например, она способна на стимулирующий эффект, пробуждая мужское сексуальное желание, значительно улучшая потенцию. Плюс аромат корицы работает как природный афродизиак, усиливая чувствительность эрогенных зон. Для всех корица хороша в косметологии. Специю активно используют как натуральное средство, придающее волосам здоровый блеск, сияние и упругость. Самой популярной маской для волос с использованием корицы является маска из оливкового масла. Для нее потребуется 1 чайная ложка молотой специи, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка меда. Готовую смесь наносят на слегка влажные волосы и держат около 45 минут, после чего тщательно промывают волосы шампунем. После использования такой маски волосы сушить феном не рекомендуется, пусть они высохнут естественным образом. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!